Здравствуйте все, кто смотрит мой канал. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как и чем и когда лучше произвести побелку деревьев. Наверное, все, кто занимался иногда побелкой деревьев, вспоминают это не из очень хороших мероприятий, потому что, чтобы побелить дерево, особенно если оно старое, кора уже потресканная, то для этого нужно очень много усилий. И щетки, кистями, все равно ты так не достанешь до каждой щелки, чтобы побелить это дерево. Для того, чтобы это все облегчить, а это связано с тем, что у меня кроме молодого сада довольно много еще и старых деревьев, которые уже за 30 и более лет. Поэтому я решил использовать побелку деревьев при помощи, побелку деревьев при помощи такого аппарата, так называемый пульверизатор низкого давления. Побелку произвожу после того, как проведена зачистка коры деревьев мойкой высокого давления. Как проводил зачистку коры, это показано в предыдущем ролике. Ссылку на ролик вы увидите в конце видео. Сама побелка происходит быстро и довольно неплохо. Одним из недостатков, я считаю, это сильный порывистый ветер, который не дает равномерно обойти дерево сразу со всех сторон. И приходится ловить моменты, искать определенное положение, чтобы побелить дерево и нигде ничего не пропустить. Не будет лишним напомнить, когда же лучше произвести все-таки побелку деревьев. Опытные садоводы рекомендуют побелку деревьев проводить как минимум дважды в год. Это основная побелка производится осенью, и ранней весной проводится повторная обновляющая побелка. Какая же польза от побелки деревьев? Во-первых, это уменьшаем вероятность разрыва коры, так называемым образованием разобоин, которые образуются ранней весной, когда солнцем ствол прогревается довольно сильно, начинается сокодвижение, и подтянутый сок во время ночных заморозков замерзает, в результате чего производится разрыв тканей коры. А белый цвет отталкивает солнечные лучи и не позволяет стволу нагреться до температуры пробуждения. Второе, что побеленное дерево весной проснется намного позже, и что вполне возможно убережет ее от весенних заморозков, и цвести уже начнет оно после этих заморозков. И в-третьих, помогает избавиться от насекомых вредителей, личинки которых поселяются в коре, при условии, что побелку мы добавляем раствор фунгицида. И в-четвертых, наверное, если мы побелку производили поздней осенью, то я думаю, что такая кора является менее привлекательна для грызунов и зайцев. Поэтому вы все прекрасно теперь понимаете и представляете, в какой период белить, как белить и чем белить наши деревья. Решение остается за вами. Как вы видите из данного видео, что побелка при помощи пульверизатора, или как правильно он в литературе называют краскопульт низкого давления, производится довольно быстро, легко, в глаза тебе ничего не брызгает, не летят, с успехом производится обработка всех веток, с нижних, верхних, снизу, сверху. Самые труднодоступные практически все ветки обрабатываются, белятся нашей краской. О составе краски я сейчас еще остановлюсь чуть попозже. Теперь давайте еще рассмотрим такой вопрос, чем же все-таки производить побелку деревьев. Как правило, уже рекомендуемый способ, это для всех известный, это известковый раствор. Как правило, известковый раствор держится на стволах деревьев недолго, после незначительных, непродолжительных даже дождей этот раствор смывается, и практически от него уже на дереве ничего не остается. То есть побелку необходимо часто обновлять. Я же, чтобы исключить эту, как говорится, дурную работу, побелку деревьев произвожу самой дешевой водоэмульсионной краской. Кстати, уже во всех водоэмульсионных красках уже есть небольшие добавки фунгицидов, поэтому в данном случае еще я добавляю немножко, может быть, хлорокиси меди, или же можно добавить 1% раствор медного купороса или бордовскую жидкость. Только в этом уже случае необходимо более тщательно раствор профильтровать. Так что принимайте решение, чем вам лучше производить побелку деревьев. Сейчас вы видите состояние сада, побелка деревьев которых производилась в начале этого года.
Сейчас уже конец года. Побелка практически осталась без изменений, достаточно белая, почти полностью она вся укрытая. Единственное, что придется освежить побелку деревьев более старых, где происходит постоянное омолаживание коры деревьев. Так что метод побелки деревьев именно с применением водоэмульсионной краски меня вполне удовлетворяет, и я, наверное, его в перспективе буду все время применять. Ну, сейчас вы видите состояние сада после побелки где-то через месяц. Неплохо произошло и цветение сада, как раз уже прошли все заморозки, удачно зацвели все яблони, груши, сливы, удачно прилетела пчела, хорошее произошло опыление, ну и соответственно еще сад нас отблагодарил своим урожаем. Поэтому предлагаю и так думаю, что забота за садом хотя бы минимальная должна быть. Друзья, будем заканчивать наше короткое видео. Пишите в комментариях, какие вы знаете еще есть методы или способы побелки деревьев, чтобы побелка долго держалась на дереве, быстро и легко провести было эту работу. Я думаю, что многим интересно будет узнать о таких методах. Ну а кому было интересно и полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что впереди еще, я думаю, будет очень много интересного. Так что всем, друзья, успехов и до встречи на канале. Всего доброго!